Дорогие друзья, приветствую вас на моем фудкорте. И сегодня мы приготовим с вами куриные окорочка, копчено-вареные. Обязательно посмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в домашних условиях своими руками очень просто можно приготовить абсолютно изысканный деликатес и порадовать своих близких, друзей и знакомых. Если вы смотрите это видео без подписки, обязательно подпишитесь на канал. Будет здорово, если вы поставите лайк и поделитесь этим рецептом в своих социальных сетях. Итак, начнем. Для приготовления я использовал куриные окорочка, 4 штуки. Зачистил их от лишнего жира. Вес каждого окорочка примерно 400-450 грамм. И сейчас мы произведем предварительный посол. Солить я буду мокрым посолом, методом шприцевания. Для шприцевания я буду использовать соляной раствор. Я его приготовил из расчета 10% воды на вес куриных окорочков. Вес окорочков практически 2 килограмма. Я взял 200 миллилитров обычной воды и растворил в нем 2% соли плюс вес воды. То есть у меня получилась концентрация соляного раствора 2% соли на 2 килограмма веса плюс вода. И кроме этого я растворил в соляном растворе 2 грамма сахара на 1 килограмм веса мяса, то есть 4 грамма сахара. Набираю рассол в кулинарный шприц. Шприц у меня 5-кубовый, то есть 50 миллилитров соляного раствора я буду использовать для посола одного куриного окорочка. Проколы делаю вдоль кости, потому что кость – это как раз то самое место, которое нуждается в тщательном просоле. Чтобы получить качественное изделие, по 10 миллилитров примерно за одну инъекцию в район суставов, для того, чтобы каркас окорочка хорошо просолился. Прошприцованные окорочка я упаковываю в вакуумный пакет. Затем они все будут завакуумированы, и я отправлю их на предварительный посол в холодильник при температуре 2-4 градуса сроком на 72 часа. Вот так последовательно, делая инъекции, я просаливаю все 4 окорочка. В описании к этому видео я сделаю подробный расчет посолочной смеси и расчета воды, соли и сахара на вес для посола методом шприцевания. Друзья, если вы еще не поставили лайк этому видео, у меня к вам огромная просьба. Прямо сейчас нажмите на кнопочку «Нравится», поставьте лайк. Это поможет YouTube показывать мой рецепт в рекомендованных, и это видео смогут увидеть гораздо больше людей. В условиях вакуума и температуры 2-4 градуса окорочка за 72 часа пройдут предварительный посол. Это является идеальными условиями для посола вот такого вида изделий. Вот так окорочка завакуумированы, и теперь я их отправляю в холодильник на 72 часа для предварительного посола. Итак, прошло 3 суток, наши окорочка просолились. Посол методом шприцевания очень эффективен. Сейчас я вскрою пакет, уберу выделившуюся влагу и проведу этап обсушки
И после этого мы приступим к копчению. После распаковки я убираю лишнюю влагу обычной бумажной салфеткой. Следующий этап — это этап обсушки. Проводить я ее буду в духовке. Температура примерно 40-45 градусов, включена конвекция, дверка приоткрыта. Для того, чтобы копчение, дым легли ровно, нам необходима идеальная сухая поверхность. Время примерно 35-40 минут. Этого будет достаточно. После обсушки мы начинаем этап копчения. Я использую простой дедовский метод копчения в кастрюле. Вот такая кастрюля, где-то примерно 15-16 литров у меня есть в быту. Вы можете использовать любую другую. Окорочка мы будем готовить копчено-вареные, поэтому сначала я проведу копчение, а после этого я проведу тепловую обработку в сous-вид. Для копчения я буду использовать древесные опилки. Это ольха. Фракция этих опилок 0,1-0,3 мм, самая мелкая фракция. Кастрюля у меня из алюминиевого сплава, нагревается очень быстро. Это позволит мне получить очень быстро нагревание опилок и дымогенерацию. Для продукции я использую вот такую подставку. Вы можете использовать аналогичную или приспособить что-то другое. Закрываем кастрюлю крышкой, включаем максимальный нагрев и ждем, когда появится из-под крышки дымок. После этого поместим окорочка в кастрюлю для копчения. Прошло буквально несколько минут, появился дымок из-под крышки. Теперь помещаем окорочка на подставку. Закрываем крышку и убираем огонь. Даем постоять окорочкам в кастрюле, наполненной дымом, 5-7 минут. Этого будет достаточно. Прошло, наверное, 5-7 минут. Вот такая у нас получилась красота. Повторяем всю операцию, помещаем в кастрюлю еще 2 окорочка и повторяем нашу всю процедуру копчения в кастрюле. Прошло еще 5-7 минут. И вот вторые окорочка у нас уже готовы. Закопченные окорочка мы вакуумируем и сейчас будем проводить тепловую обработку в сous-вид. И сейчас завершающий этап — тепловая обработка. Помещаем завакуумированные окорочка в контейнер с водой, разогретый до температуры 68 градусов, и выставляем время
2,5 часа. Этого будет достаточно для того, чтобы окорочка проварились и мы получили качественный продукт. Если вы не пользуетесь сous-вид, вы можете провести тепловую обработку окорочков в обычной духовке. После завершения тепловой обработки окорочков в сous-вид я охладил их в ледяной воде до температуры ниже 24 градусов и поместил на ночь в холодильник для того, чтобы изделия стабилизировались. И вот сейчас мы посмотрим на готовый результат. После распаковки я промыл окорочка холодной водой, убрал выделившуюся влагу при тепловой обработке, протер сухой салфеткой, и вот теперь перед вами готовый результат. Посмотрите, как прекрасно выглядит изделие. Легкий запах копчения, упругая консистенция, прекрасный внешний вид. Ну а теперь, конечно, мы попробуем наши готовые окорочка, копчено-вареные. Посмотрите, какая структура, цвет мяса, нитритная соль сработала. Именно мокрый посол шприцеванием позволил получить полностью идеальный просол мяса. Тепловая обработка сделала мясо ровным, нежным. Вкус и аромат изумительный. Такой консистенции мяса приготовить другим способом достаточно сложно. Конечно же, я попробовал пару кусочков. Мясо получилось на вкус отменное. Легкий аромат копчения и яркий ветчинный вкус. Буду благодарен, если вы оставите пару слов в комментариях о том, понравился ли вам этот рецепт. Друзья, если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поделитесь этим рецептом в социальных сетях со своими друзьями. Оставайтесь на фудкорте, будет много вкусного и интересного.